Привет, друзья! Сегодня у нас в обзоре тяжелый люкс ИЖ Планета Спорт 370 кубов. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. Сегодня у нас будут гонки, тест-драйв и немножечко технических характеристик, которые делают этот мотоцикл уникальным, а может быть и единственным в мире. Колеса здесь установлены от Honda CB500, вилка от Honda CR125 и задний маятник тоже от него же. Маятник кажется немножко длинным, но его особо укоротить нельзя, потому что здесь установлена прогрессия, моноамортизатор, а вперед подвинуть маятник тоже невозможно, потому что он упрется в двигатель. А теперь перейдем к внешнему виду. Здесь сидушка полностью кастомная, бак и бардачки с переделками по креплениям. Руль от КТМ, короткоходная ручка газа, LED-оптика. Чтобы поставить LED-оптику, нужны переделки по генератору. А теперь самое интересное — это двигатель. Цилиндр здесь с множеством разных доработок, запилами. Кстати, Ярик занимается форсировкой цилиндров, работает по Украине, все ссылочки будут в описании. Поршень установлен на 77 мм, полностью самодельный, точился с болванки алюминия. Резонатор наполовину самодельный, передняя часть от К16, задняя часть самодельная. Коробка сцепления еще стандартная, они еще кое-как держат такую мощность. Карбюратор Кейхен на 38 мм, лепестковый клапан. Кстати, Ярик тоже изготавливает и продает лепестковые клапана под любой советский мотоцикл. Зажание от Минска. В принципе, если у кого-то еще остались какие-то вопросы, пишите в комментарии, с радостью ответим. А теперь небольшой спойлер. Я сейчас строю Минск Кросс на базе Минска с двигателем от Peugeot 3221 на 20 лошадиных сил в стоке. Поэтому не забудь подписаться на канал и нажать колокольчик. Мне просто стрёмно, что тут короткоходка и много мощности. Я 5 лет не ездил. Короче, я стремался садиться за руль, тронулся, немножко даю газ, без резких движений. И когда мотоцикл вышел на рабочие обороты, резонатор как попер, лютейший подрыв, я сразу и не понял, что с газу привстал на заднее колесо. Причем я газ резко не открывал, сцепление не бросал, просто плавно добавляю газ, начинает работать резонатор и мотоцикл приподнимается на заднее колесо. Боюсь представить, что было бы, если был бы маятник покороче. Ява в сравнении с PS как мопед. Ну, в принципе, дальше в гонке вы это все сами своими глазами увидите. Это просто жесть. Типа я себе представлял, да, что он там быстро едет как-то. Ну, типа, блин, это... Правильно Ярик говорил, что надо ногами за бак держаться. Я думал, назад улечу. А еще когда летишь назад, рукой еще сильнее газ открывается. Это просто жесть. Мне назад стрёмно ехать максимально.
работать, он максимально сильно начинает рвать, подрывать. И это прям максимально неконтролируемая штука получается. То есть на Яве ты просто едешь, и она как равномерно ускоряется. Здесь она максимально дерганая. Но очень прикольно. Кстати, этот мотоцикл сейчас розігрується, условия розіграша. А умови наступні. В описі до цього відео знайдете мою інсту і в шапці профіля закріплене посилання на банку Монобанка. Поповнюєте на 200 гривень, залишаєте свій номер телефону і все. Ви вже приймаєте участь. Щоб збільшити свої шанси на виграш, поповнюйте кратно 200 гривень, любу кількість разів, тобто на 200, на 400, на 600 і так далі. Надеюсь, этот мотоцикл выиграет какой-то опытный пацанчик, потому что для школьника это просто машина смерти. А теперь гонки. Итак, наш соперник всеми любимая Ява 638. Она полный сток, но цилиндры немножечко доработаны. Убраны все ступеньки и огретели тя. Двигатель после капиталки в отличном состоянии. Разумеется, PS более шустрый, мощный, поэтому гонка чисто в развлекательных целях, чтобы наглядно показать мощность планеты. Чего и стоило ожидать, планета уходит вдаль, не оставляя никаких шансов Яве. А помимо ускорения, здесь еще, разумеется, и максималка значительно выше. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии для продвижения видео.